Всем привет, это Леонид Волков, спасибо, что смотрите мой канал, и не забудьте сразу поставить лайк. У нас предстоит с вами очередной серьезный разговор о том, какой будет Россия после войны. Да-да, об этом пора говорить, про это надо думать, это надо планировать. Война рано или поздно закончится, и жизнь изменится очень сильно. Я хочу вам рассказать, как я вижу будущее России после войны, где я беру мотивацию и даже какие я вижу в этом поводы для оптимизма. Вы не ослышались. Я назову вам их сегодня, по крайней мере, 10 штук. Вот давайте поспорим. Нет, я должен честно признаться, надо мной даже иногда посмеиваются коллеги. Леонид, ты во всем умеешь видеть какой-то повод для оптимизма. Но я не считаю это своим недостатком. Я считаю это своей суперсилой. И Алексей Навальный считает так же. Без оптимизма мы бы все в нашем офисе просто не смогли бы делать ту работу, которой мы занимаемся последние несколько лет. Да и никто бы не смог просто. Ну, в этих условиях, когда реально постоянно идет какое-то давление, репрессия, мы работаем в очень трудных условиях на будущее, на большую перспективу. Я уже как-то говорил, это наш такой метод оставаться в работоспособном состоянии. Это наш такой метод не сходить с ума. Смотреть на картинку шире, не ориентируясь на какие-то сиюминутные новости, которые вот происходят и которые способны реально вызвать полное охреневание, а пытаться видеть, как ситуация меняется в динамике нескольких лет и пытаться прогнозировать, куда она придет в динамике нескольких лет. Так что, знаете, оптимизм — это такое требование, которое мы включаем в каждую вакансию, которую публикует команда Навального. Оптимизм не беспочвенный, и я сейчас постараюсь вам это доказать. Ну, устраивайтесь поудобнее. Еще раз напомню, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Давайте поговорим. Казалось бы, сейчас, через почти уже 2 месяца после начала кровопролитной, бессмысленной и преступной войны, оптимизм должен был умереть. Но не дождетесь. Смотрим, как нас учит Алексей Навальный, на большую картинку. Путин не навсегда, путинизм не навсегда. Это мы всегда знали. Тогда вопрос. Развязав войну против Украины, Путин улучшил свое положение, удлинил срок своего правления или сократил его? Конечно, сократил. И радикально. Путин разбалансировал систему, которую он строил на протяжении 2 десятков лет. И вероятность того, что он сможет снова собрать ее в кучку и вернуть все, как было до войны, ну, она становится практически исчезающей малой. Лирическое отступление для математиков. Мат ожидания срока правления Путина резко сократилось, потому что сценарий, когда он просто сидит у власти до смерти, а страна медленно стагнирует и скатывается все более и более унылое дерьмо, стал менее вероятным. А другие сценарии, элитный конфликт, восстание, просто какое-то странное, рандомное событие, после которого Путин перестает существовать, они в вероятности очень-очень сильно прибавили. Конец отступления для математиков. Дело ведь не только в этом. Дело не только в том, что Путин вывел свою систему из состояния равновесия и тем самым сократил свой срок. Дело еще и в том, что, как ни странно, у постпутинской России появляются новые исторические шансы. Я открою такой секрет. Мы с Алексеем много думали, конечно, в рамках нашего стратегического планирования о том, какой она будет, эта постпутинская Россия. И прежде всего о том, какие проблемы в ней придется решать. И вот, честно говоря, на многие вопросы простого ответа не было. В том числе у наших сторонников, в том числе у нас самих. И, как ни странно, через призму нынешней ситуации многие вопросы решаются гораздо проще. Проиллюстрирую я это вам сейчас на нескольких конкретных примерах. Мы думали много о том, какой будет политика в прекрасной России будущего. Вот Путина не стало. И нам казалось очевидным, что в парламенте будущей России будет сидеть такая серьезная фракция консерваторов-путинистов, которые будут набирать много голосов на честных демократических выборах. Потому что им будет очень просто работать. Они будут ностальгировать по сытым нулевым, по сильной руке, по порядку. Вся шваль из Единой России туда перебежит. А поскольку у нас же будет демократическая система, с этой швалью придется носиться. А то, не дай бог, придется и в какие-то коалиции вступать.
такая вот ностальгия по прошлому, это легко продаваемая политическая эмоция. И, к сожалению, там в Испании после диктатуры Франко были очень сильны настроения тех, кто ностальгировал по нему. В Чили после Пиночета были страны, в которых вот такие ностальгические партии, названные даже в честь диктатора, через десятилетия после смерти или ухода диктатора, снова приходили к власти и отбрасывали страну назад, как перонисты в Аргентине. Это было совершенно реальной перспективой до начала войны. Теперь, конечно, нет. Теперь-то все понимаем, после того, как война закончится, после того, как закончится Путин, когда пелена пропаганды рассеется, а на это не потребуется так уж много времени, облучатели могут работать и в обратную сторону. После этого остатки Единой России будут на выборах набирать столько же, сколько неонацистские партии набирали в Германии после Второй мировой. То есть нисколько. Не было людей после Второй мировой в Германии, которые были готовы голосовать за гитлеровцев. А Единая Россия будет ассоциироваться, разумеется, только с этим. С Путиным, с кровопролитием, с международными военными преступлениями, с национальным позором. Или вот вопрос о люстрациях. Сколько было копий сломано на эту тему, в том числе в наших спорах со сторонниками. Нужны они, не нужны, по какому критерию. Теперь, на мой взгляд, все стало совершенно просто, понятно и предельно удобно. Все нынешние правящие круги замазаны круговой порукой ответственности за военные преступления. С другой стороны, они сами себя очень удобно промаркировали, буквально на лбу у себя, написав эту самую букву Z татуировками. Разумеется, это очень ясный и четкий критерий. В постпутинской России никто из тех, кто публично поддерживал войну с Украиной, не сможет работать в органах власти. И вокруг этого принципа вряд ли кто-то сможет спорить. Нам предстоит денацификация, настоящая, а не придуманная Путиным, опять же, подобно тому, как была очищена от нацистов политическая элита Германии после Второй мировой войны. Пресловутая тема санкций. Сколько мы потратили времени, сколько лет мы потратили на объяснение всему миру, что жизненно необходимо отказываться от оприходования грязных кровавых денег, которые украдены у российских налогоплательщиков. Как бы ни было приятно эти деньги иметь в западных экономиках. Конечно, деньги, которые крали у нас, вот эти десятки миллиардов, превращались в рабочие места. Когда на них покупали замок во Франции, или когда на них строили виллу, или когда на них покупали частный самолет или строили яхту, конечно, эти деньги работали на интересы Запада. Конечно, отказаться было от них непросто. И сколько лет мы слышали от западных политиков в ответ: нет, мы не можем трогать этих людей, эти деньги, это же бизнесмены. Теперь ситуация радикально изменилась. К сожалению, потребовалось, чтобы Путин начал кровавую войну, чтобы до Запада это дошло. Но все-таки дошло. И теперь сотни миллиардов долларов, украденных у россиян, наконец-то, может быть, к ним вернуться. Понятно, что огромная часть из этих средств, которые сейчас изымаются по всему миру, пойдут на восстановление Украины после войны. Без этого никак. Но, я вас уверяю, там украдено столько, что и на долю России хватит. Что-то мы сможем вернуть. Было неясно, что делать с пропагандистами. Думалось, было такое опасение, что и после Путина все вот эти вот Соловьевы, особенно, знаете, региональные, местечковые, ведь в каждом регионе воссоздана вот эта вот модель, когда есть местный пропагандистский холдинг, который обслуживает интересы губернаторов, вдобавок к федеральным, и там тоже работают какие-то чуваки, которые будут говорить: да я ж просто был телеведущим, просто озвучивал новости, которые мне приносили. И казалось, что все они никуда не денутся, будут мимикрировать, приспосабливаться к новым условиям, пролезать тут и там. Как это было с советской пропагандой, как Владимир Познер, советский пропагандист, после распада СССР стал вдруг приличным и уважаемым человеком. Я не утверждаю, что все они прямо будут сидеть в тюрьме, некоторые из них не совершали никаких преступлений прямо. Но, безусловно, работа в медиа после работы в пропаганде будет невозможной. И ведь это сейчас 21 век. Интернет-то помнит все. А сколько было нытья, прямо скажем, довольно неприятного нытья от огромного количества людей на тему неопределенности. Мол, при Путине есть какая-то предсказуемость.
Мы не хотим его менять, потому что вдруг тот, кто придет ему на смену, окажется еще хуже. И вот это вот популярное возражение тоже мать-история сняла, вычеркнула. Не окажется. Теперь точно уже можно этого не опасаться. Теперь каждому, кто говорит, как говорила Чулпан Хаматова, ну не дай бог Путина не станет, что тогда? Теперь каждому можно говорить. Вот видите, к чему ваша риторика нас привела. Если вы думаете, что с поводами для оптимизма у меня все, то вы ошибаетесь. У меня еще есть несколько. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сейчас я вас добью просто самым крутым оптимизмом. Рамзан Кадыров и Чечня. Вот уж тоже сколько говорили. Блин, кто бы после Путина не пришел, что мы будем делать с Кадыровым? Что делать-то? Там же страшный Рамзан, ужасный, террорист, настоящий шайтан, у которого есть личная армия, десятки тысяч штыков. И новая власть в России, какой бы она ни стала, она столкнется с этой чеченской проблемой и не сможет ее решить. Ну вот нет. Мы увидели все на украинской войне цену кадыровскому тикток-воинству. Мы увидели, что эти люди очень трусливы, что они не лезут никуда воевать, что они могут только заниматься какими-то вот внесудебными казнями и расправами и снимать смешные видео для ТикТока, как гранатометчики стреляют в пустоту. Это увидели все, это увидели в том числе противники Кадырова в Чечне. Не станет Путина, Кадырова не станет в одночасье, никто его больше не будет бояться. Более серьезная проблема, про которую мы тоже думали как проблему сложно решаемую, проблема Крыма. Мы признавали публично, хотя за это в нас неслись критические стрелы с разных сторон. В 2014-2015 мы говорили о том, что это будет проблемой на десятилетия, что это будет проблемой, которую нельзя будет просто решить. Путин уйдет, а крымская проблема останется. Потому что, с одной стороны, Путин, да, совершил преступление против норм международного права, да, он навлек на Россию санкции, да, он предал российские интересы, когда этот Крым аннексировал, а с другой стороны, говорили мы в 2014-2015 году, этот фарш очень сложно или, скорее всего, невозможно будет провернуть назад, потому что есть общественное мнение в России, которое было настроено адски прокрымски, было общественное мнение в самом Крыму, которое, вероятно, тоже было развернуто в пророссийскую сторону, и поэтому очень сложно было ожидать, что найдется какое-то политическое решение, которое позволило бы вернуть ситуацию на место. И это было большой проблемой, потому что с аннексией Крыма связаны санкции, которые не дают нормально развиваться экономике, и связана огромная проблема в взаимоотношениях России с западным миром. Россия не могла бы рассчитывать на вступление в Евросоюз, допустим, имея нерешенную крымскую проблему, а пути к ее решению не было. А теперь он есть. Опять же, представим себе ситуацию. Война закончилась, Путин проиграл и ушел. Пропагандистские телевышки выключены. В России наступает тяжелое похмелье, а оно будет. Граждане, которые все эти годы давали пропаганде промывать свои мозги, которые были интеллектуально ленивы и не хотели читать, понимать, разбираться, что происходит на самом деле, в какой-то момент поймут, что это было, как это началось. Поймут, что аннексия Крыма в 2014 году была первым шагом в цепочке преступлений, который привел Россию туда, где она оказалась, к этому разбитому корыту. И общественное мнение изменится. И после этого решать проблему территориального урегулирования будет уже гораздо проще. Не утверждаю, что это будет совсем легко, но шансов на то, что эту проблему получится нормально, цивилизованно решить, будет гораздо больше, чем в довоенной ситуации. Еще одна огромная проблема, которую Владимир Владимирович Путин решил за нас, которую мы боялись иметь как проблему на десятилетия вперед. Это, конечно, проблема нефтяного проклятия, сырьевой зависимости российской экономики. Это, опять же, ведь проблема, через которую проходили многие разные страны. Когда есть природные ресурсы, которые можно экспортировать за большие деньги, то очень сложно найти стимулы для того, чтобы развивать нормальную, современную, конкурентоспособную экономику. Нефтяное проклятие подводило не одну страну и не две. Многие страны с ним не справились, его не выдержали. И с Россией это тоже всегда было так.
И Путин десятилетиями говорил, нам надо слезать с сырьевой иглы, нам надо избавляться от этой зависимости. И, конечно же, ничего не делал, эта зависимость становилась все дальше, дальше и глубже. И мы, думая о прекрасной России будущего и говоря о том, что, конечно, этой России надо будет диверсифицировать экономику, тем не менее держали в уме, что, к сожалению, у нас еще очень много лет основой экономики будет экспорт природных ресурсов. И это будет очень сильно влиять на политику, это будет очень сильно мешать современному развитию экономики и так далее. Ха-ха-ха, все, больше не будет. Обрубание экспортных каналов, перестройка европейской, прежде всего, экономики на другие каналы поставки природных ресурсов, все это открывает для России серьезные исторические возможности построить нормальную экономику на нормальных принципах. Вообще, я уже приводил этот пример, но он очень важен. Германия после 1945 года через 10 лет уже была одной из ведущих экономик мира. Фундамент нынешнего преуспевания, экономического успеха Германии был заложен именно тогда, когда огромная военная милитаристская экономика вынуждена полностью и быстро пересела на мирные рельсы, и оказалась весьма успешной и конкурентоспособной. Да, было несколько лет, когда пришлось затянуть пояса, пришлось тратить огромные ресурсы на послевоенное восстановление, но зато потом все поехало очень круто. Есть такой термин, погуглите, немецкое экономическое чудо, созданное Конрадом Аденауэром и Людвигом Эрхардом, которое показывает, что потенциал послевоенного восстановления есть, и он очень и очень большой. Пессимисты говорят, это все, если Россия останется вообще как страна. Может быть, ее и вовсе не будет на карте мира. Я, честно говоря, не вижу для этого фундаментальных предпосылок. Россия унитарная страна, очень гомогенная, очень единообразная. Во всех ее концах, кроме нескольких национальных республик, таких как Тува, Якутия и Чечня, подавляющее большинство людей говорит исключительно на русском языке, причем на одном и том же. Нет серьезных различий региональных особенностей. Это вот в той же Германии, скажем, действительно в разных землях разные блюда национальной кухни, разные культурные особенности, разные диалекты и вообще разная история, да, потому что еще 150 лет назад они были разными государствами. В России всего этого нет. На протяжении сотен лет все те территории, которые сейчас входят в состав России, функционировали как части единого государства с единой культурой, с единым языком, с единой столицей в Москве. Нет никаких фундаментальных предпосылок для того, чтобы Владивосток и Калининград, Мурманск и Краснодар, как бы далеко друг от друга по карте они не находились бы, вдруг захотели бы стать кусками разных стран, а не одной. Да, после путинского фиаско, после военного поражения, после перестройки политической системы России на конкурентную, наверное, возникнут какие-то опять регионалистские движения, которые будут требовать больше автономии, больше прав регионов. Наверное, мы это увидим в Татарстане, в Башкортостане. И в этом нет ничего плохого. Федерализм, конкуренция между регионами, с учетом их географического положения, с учетом их природных ресурсов, каких-то особенностей региональных, это хорошая штука. Конкуренция делает всех сильнее. Когда в начале 90-х регионы пытались добиться большей самостоятельности от Москвы, когда Татарстан провозглашал собственную конституцию, когда уральские политики думали про так называемую Уральскую республику, речь никогда не шла про географическое размежевание, про то, чтобы эти образования стали отдельными государствами. Речь шла про попытку получить больше самостоятельности, а большие возможности распоряжаться деньгами, зарабатываемыми в этих регионах. И в этом нет ничего плохого. На самом деле, если смотреть на политическую карту России, практически единственный регион, который теоретически мог бы снова стать сепаратистским и который Россия могла бы потерять, это, наверное, Чечня. Но, опять же, экономически в этом нет никакого смысла. Чечня сейчас живет на дотации из Москвы, без них она абсолютно не жизнеспособна. Ну и Крым, конечно, который, как мы уже обсудили, скорее всего, вернется в состав Украины. И хорошо, потому что это позволит начать нормальную перезагрузку отношений России
с Украиной и западным миром. Подведем некоторые итоги. До начала войны самый вероятный сценарий для России будущего, к сожалению, заключался в том, что Россию ждали еще лет 15 или 20 стагнации, лет 15 или 20 скатывания в серое гребаное ничего. Еще лет 15-20 Путина у власти, потому что у него был достаточный запас прочности. Он хорошо опирался, к сожалению, на своих силовиков, суды и избиркомы, на свою коррумпированную мафию, на свою специализированную личную медицину. Он вполне мог протянуть еще 15 или 20 лет, которые означали бы еще 20 лет бесконечного разворовывания, еще 20 лет наращивания отставания России от всего цивилизованного мира. 20 лет серости и нищеты. Вот было уже 9 лет подряд с 2014 года падение реальных располагаемых доходов населения. Каждый год. А было бы еще так 15 или 20, пока бы наконец бы он не сдох. Так вот, я повторю, вероятность этого сценария резко снизилась. Нет, он все еще остается одним из возможных, но поверить в него теперь гораздо труднее. Почти все диктаторы в какой-то момент своей диктатуры начинали маленькие победоносные войны в попытках вернуть себе популярность, нарастить свой рейтинг, решить за счет внешнеполитической авантюры какие-то внутриполитические проблемы. Почти все диктаторы просчитывались, ошибались и свои маленькие победоносные войны проигрывали. Почти все диктаторы на этом и заканчивались. Так было с Саддамом Хусейном, так было с аргентинской хунтой в 1982 году, с Фольклендской войной, так было еще много-много раз в истории человечества. И мы можем быть почти уверены, что так будет и с Путиным. Сейчас очень трудно, сейчас очень больно. Но есть ощущение, что от сценария ужас без конца мы отошли. 24 февраля Путин сделал свой выбор в пользу сценария «ужасный конец». А вы знаете, я в это очень верю, что ужасный конец – это лучше, чем ужас без конца. Да, прямо сейчас мы живем в этом аду, прямо сейчас мы переживаем этот сценарий. Кошмарный удар по Украине, ужасный ущерб российской экономике. Но это конец Путина. А после Путина мы сможем сделать, чтобы все было хорошо. У нас есть все основания на это рассчитывать. Выше, ранее я перечислил добрый десяток поводов для оптимизма. Сейчас надо просто продолжать бороться. Бороться на информационном фронте прежде всего. Работать, общаться с гражданами России, объяснять им, что происходит. Похмелье будет ужасным, оно будет крайне болезненным. Чем раньше оно наступит, тем будет легче. Оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые видео и новый разговор о будущем. Пока.